Всем добрый день. У нас очередной выпуск подкаста ток-шоу «Вы это серьезно?». Представлю моего соведущего. Сегодня у нас дуэт прекрасный. Кирилл Срельников, политолог, политический обозреватель, колумнист РИА Новостей. И я, Светлана Разумовская, журналист и продюсер. И в гостях у нас сегодня потрясающий человек, известный врач, нарколог, психиатр, ведущий телевизионного проекта «Звезды под капельницей» Василий Шуров. Коротко для тех, кто смотрит нас первый раз, скажу, что мы обсуждаем самые абсурдные, безумные новости за последнее время. Начало года у нас было достаточно бурным, активным и интересным. Мы сегодня все это посмотрим, обсудим, потроллим и, собственно, высмеем, что можно высмеять. И у нас сразу подъехала пару новостей. Это по вашей части, я так понимаю, Василий. Буквально на днях... Хочется, знаете, сказать, почему только пару. Ну да, выбрали самые интересные, на мой взгляд, самые... Даже не знаю сказать, самое абсурдное. Буквально на днях в Москве задержали в метрополитене мужчину в ластах, который танцевал внутри вагона на Тимирязевской линии. Покажите нам, пожалуйста, фотографию. Вот такой прекрасный человек. Ему впаяли административный штраф на 4 суток, собственно говоря. Вот, мне кажется, человек просто повеселился, а мы сразу такие, штраф, вот он же никому не мешал. Вот. Но я бы все-таки наркологическую экспертизу бы провел. Есть некоторые вещества, которые предрасполагают к таким действиям. Я бы посмеялась, пофотографировала бы. Я бы на него посмотрел в час пик. Это он еще хорошо устроился в наши праздники. Там бы его люди обезвредили, еще этими ластами бы по ушам надавали. Ну, в общем, да. У нас вторая, кстати, новость. Мы уже ее обсуждали до мотора. Запустите нам, пожалуйста, людей, которые прыгают у нас с 5-этажек на Камчатке. Вот. Меня, если честно, это видео прям... мне вот даже страшно было смотреть на него, когда первый раз. А я детство вспоминаю, мы тоже со 2-3 этажа прям, чтобы не прыгнуть, если большой сугроб, мимо пройти это было невозможно. Слушайте, да, мы тоже прыгали сальто с гаражей. Мы тоже прыгали сальто с гаражей. Ну не с 5-го этажа. Ну не с 5-го этажа, то есть такой ты... Только таких сугробов, как в Камчатке, не было. Это вот такой первый случай, эксклюзив. Там дома заметает 9-этажные, они горки делают, катаются. Это но тут есть нюанс. удивительная Есть же история. физика. Это кажется, что как бы снег, это мягко, пушисто. Но это далеко не факт, потому что как бы при большой скорости там можно спокойно себе там все сломать, там, я не знаю, там... Тут вопрос не в этом. Это же вот каждый человек не пойдет прыгать в Камчатке с 5-го этажа. Конечно. Это же определенный нужен набор качеств. Экстремалы, да, которые прям пользуются возможностью. Превращают, скажем так, погодную аномалию, достаточно катастрофическую ситуацию. Там замело до 3-го этажа, они прорубают туннели в подъезды, люди превратили в развлечение. Наш человек из-за всего сделает праздник. Ну, это очень круто. Это так, правда. спортзал откопали, у них лабиринт до спортзала там метров 50, они идут, открывают, там уже тренажерка. Люди... Это так удивительно выглядит. Слушайте, но я вообще хочу сказать, что жители Камчатки, Петропавловска, Камчатска, вы держитесь, да, у вас там Ахатаморский циклон, и обещают... Трясло сегодня, землетрясение Обещают, было. да, что в ближайшие дни будет еще снежная буря, еще снег. Я так понимаю, 60 лет Камчатка такого не видела. Вот, так что вы там, друзья, держитесь. Видела вчера потрясающее видео, как мужик в Сибири, не на Камчатке, правда, по-моему, в Новосибирске, заводил машину. Там тоже страшный циклон, снегопады, морозы. Не мог завести, вызвал какую-то помощь завести. Подъезжает какой-то второй мужик на машине, вытаскивает какую-то газовую горелку, короче, открывает тому капот, ставит прогреть, и машина просто загорается. Пожарники час не могут потушить машину. Так что я к тому, зато помог. Да, помог, машину спалил. Друзья, кто сейчас переживает снежные бури, циклоны в Сибири, в общем, держитесь, мы с вами, мы переживаем, болеем. У нас, кстати, в Москве тоже замело. Кстати, первый раз такая зима, прям календарная, и Новый год с сугробами. Да, это правда. И у меня в Коломенском это 2-километровый каток, самый длинный в Европе, столько народу, лыжня кругом, санки, вот такая классная зима, опять какие-то детские воспоминания, и
прям очень здорово. Ну вот, кстати, к итогам. Итоги начала года, скажем так. Вы вообще катаетесь на всяких ватрушках, там, снегоходах? У меня 2 дочки, 4 года и 10 лет. 4. Да, это у меня вариантов просто нет. Я и ловлю, и отправляю, и пока съезжают, бегу там встретить. Тут я все новогодние праздники катался. Кирилл, а вы катаетесь на горках? Ходите? Нет, детство вспомнить на ватрушках? Да, вот недавно ездили там тоже с дочкой, да, тоже, и тоже, кстати, на ватрушке, да. Но я, слава богу, просто наблюдал за этим, там, ну, когда ребенок там 30 раз подряд там все это поднимается и спускается, А знаешь, спят, какая как хорошо, мотивация какой драйв. прямо вообще. А да. дочки ваши сколько? Не помню, честно говоря, ну, где-то или 8, или 9 примерно, ну, в том промежутке где-то. Прекрасный папа. Не помню, сколько дочек. Ну, а какая разница? Я знаю, что у меня есть старший, средний, средняя я и средняя я. Главное знать, да, сколько детей. Я ж пришел в И садик, то не забрал... факт, что всех знаешь. Да, это в анекдоте же, да, пришел в садик, забрал не своего. Жена приходит, говорит, а где наш сын? Кого ты забрал? Вот, я ж помню примерно садик, помню примерно группу, да, из этой же серии. А вообще вот что странного видели в этом году, уже в начале Нового года? Вот вы же, у вас клиника своя, к вам наверняка приходят странные люди. Не, у меня все стандартно. Первые Да? несколько дней затишье, а потом я это называю военно-полевой госпиталь. Так что шквал людей, самые слабые быстро ломаются, сдаются, чтобы в норму приходить. Крепкие бойцы до последнего держатся. А что, приходят, говорят, я алкоголик, лечите меня? Или говорят, я ушел в запой, не знаю, Как вы. правило, это все-таки запойные пациенты, у которых праздник — это стопроцентное разрешение, Да, индульгенция на трэш. Многие эту глупость совершают ящиками, закупают алкоголь, тазиками, еду готовят. И вот это... Я могу понять с советских времен, когда еда была, дефицит, алкоголь, людям хотелось праздника. Я даже тогда не могу понять. А сейчас мне тем более непонятно, когда нет такой нужды. Так генетическая память. Все 12 дней — это такая возможность что-то посмотреть, с кем-то встретиться, какие-то новые ощущения пережить. Люди тупо объедаются, упиваются, чтобы потом в достаточно тяжелом отравлении поступать и уже какие-то героические усилия, чтобы их откачать, чтобы они могли к работе приступить. Ну и многих прям откать. То есть прям приходят вот прям... Да, приходят, это еще очень хороший вариант. Приползают. Родственники привозят, мы забираем, у меня есть скорая помощь, выезжают на дом, забирают. Некоторых даже они в таком тяжелом состоянии, что мы просто в реанимацию переводим, потому что там требуется серьезная токсикология, гемодиализ, еще что-то. У нас такие тоже героические люди могут допиваться до очень тяжелых проблем. Слушайте, Василий, вот я знаю, мы с вами это уже обсуждали не раз в кулуарах, вы работали на скорой помощи. Вообще самый безумный случай со скорой помощи. Скорая помощь, мне кажется, работает практически без выходных все новогодние праздники. Безумный, веселый, не знаю. У вас же много наверняка там в багаже всяких историй. Сколько вы работали на скорой помощи? На Год, скорой два? помощи я работал 3 последних курса мединститута. Это, получается, 3 года я работал на скорой помощи. Вот, это ж Потом сколько я вы решил, видели. что я реаниматолог, пошел учиться на реаниматолога, работать в реанимации, там еще больше трэша. У меня несколько было смешных. Была бабушка с периодическим вывихом челюсти, она вызывала всегда вечером, когда начинала зевать. У нее эта нижняя челюсть выпадала. Ну, там очень легкие пациенты, просто приезжаешь, вправляешь ей, соответственно, она тебя угощает продолжает зевать, чаем, да. ты ведешь с ней какую-то светскую беседу, уезжаешь, все счастливы. А был как раз новогодний вайб, тоже пациентка такая, постоянно вызывающая, да, хроническая бабушка, у нее там давление на 10 пунктов повысилось, где-то зачесалось, чего-то. У нас скорая бесплатная, доступная, чего ее не гонять всю ночь. То есть бригада к ней выезжает в Старый Новый год, ставит ей ее магнезию, послойную инфильтрацию, как положено, чтобы пока болит, она хотя бы не вызывала. И елочку рисует зеленкой и пишет «С Новым годом, коллеги». Ну, естественно, следующая бригада в моем составе приезжает, опять с меня требует укол, я вижу это рождественское послание новогоднее, мне очень приятно. А на чем они рисуют? На попе, конечно Прям же. на На чем? попе? Ну, а что зеленкой, там же елочку-то нарисовать.
Да. Слушайте, Наскальная подожди, живопись, а вот, напомню. а вот эта вот бабуля, которая с челюстью, Да. то есть это прям такой постоянный клиент, типа, о, опять Мария Она Ивановна. сама не может вправить, да, она не каждый день, она так Зевает. успешно зевала, да, так интенсивно, периодически у нее возникало. А это И поправить. все тренировались на вправление челюсти, то есть как бы она еще такой небольшой тренажер для новых сотрудников. Есть какая-то ужасающая статистика, ну, по крайней мере. На новогодние праздники, да. Что люди там в себя там засовывают там всякие вещи. Это 100%. Абсолютно, там, вплоть там зонтики, там, я не знаю, Ну там, да. гири. Главное не там, открывать его при этом. ну У и нас так далее. есть фотографии, покажите нам. Гири. Это, по-моему, рентген, не знаю, насколько оригинально. Вот это что? Это что, карамель новогодняя вот это? А это карамель, да? У меня Я было не ощущение, что знаю. это ручка от зонтика внутри, что засунули Ручка чуть от ли прям. зонтика, это прям, да. Ну, вот тем не менее, вот такое, как часто и что люди в себя суют. Ну, как говорится, все, что под рукой. Поэтому в каждой острой проктологии есть огромные стенды, где это все выставляется. Вытащено из пациентов. Там куклы Барби, бутылки, дезодоранты, различные тары, да что угодно. Все идет в ход, как говорится. Слушайте, когда хочется приключения одному месту, все идет в ход. Кстати, вот я не знаю, как у нас статистика, вот, например, ну вот я слежу за западным инфополем, в частности, вот, например, чисто вот эта вот скорая помощь в США, да, вот за прошлый год там минимум 4000 было случаев, когда люди себе вот такого рода вещи, так сказать, там внутрь себя каким-то образом там запихивают. Причем интересно, да, что у них есть четкая сезонность. То есть люди больше всего в себя засовывают вещей в октябре. Ну, осеннее обострение. Да, я не знаю, почему так это самое. Причем статистика вот в Америке, например, по засовываниям, да, то есть, например, за один год там выросло до 64%. Давайте будем говорить по извлечению нестандартных Да, предметов. да, а не по да. засовыванию. Причем самое интересное, у меня даже есть статистика, да, такая, что мужчины, да, Чаще? мужчины, вот, например, вот журнал был, есть такой British Medical Journal, да, такой вот. Серьезный. Есть, да, и они отслеживают вообще как бы вот эту вот степень безумства людей, да, которые себя вот причиняют себе вред по какой-то необъяснимой причине, да, вот это так называемое приз Дарвина, да, приз Дарвина. И в частности, вот мужчины номинируются на приз Дарвина 8,9 раза чаще, Там одно чем условие, у него женщины. не должно быть детей. Он удалил себя из генофонда. Если А. у тебя уже дети есть, то Да. вот эти безумства не входят. Слушайте, Да. ну 4000 человек за год для Америки, мне кажется, это ничтожно мало. Я не знаю, у нас есть вообще такая статистика? Сколько там у нас засунули в себя в 2025 году? Или вынули из людей предметов, да? Там 2500. Но в этом году было оригинальное после Нового года 2 мандаринки. Мужчина засунул. Одну смог извлечь, вторую извлекала скорая. Прям дома Вот это мне извлекали? показалось очень оригинально. И что-то новогодний вайп в этом какой-то есть. Мы в общем, помним да. про мандарины. Слушайте, я сразу анекдот Jingle вспоминаю. bells, Помните так сказать. анекдот старый такой советский? Приходит доктор к проктологу, говорит: доктор, мне там что-то Да, мешает. да, это вам, Да, доктор. Да, доктор засовывает Роза. руку, вытаскивает розу. Доктор, это вам. А Фу. есть история петарда, например. Ну, вообще безумные люди. Зачем? Чтобы взорвалось она? Ну, очевидно, да. Не хватало праздника. Нет, слушайте, а как- Бенгальские огни. То есть такой Ужас. новогодняя тема, она раскрыта достаточно ярко. а зачем? Не все в октябре проявляются. Зачем? Вот скажите, Это зачем? вот очень хороший вопрос, но я предлагаю с каждым отдельно беседовать, кто это делает. Потому что мы сидим, здравомыслящие люди, пытаемся понять. Но есть Рационализировано. выражение, да, одному месту хочется приключений. Может быть, некоторые люди это понимают буквально. Мне, правда, сложно судить. Есть, правда, вещества, которые раскрывают людей с этой стороны. Есть состояние алкогольного опьянения, когда хочется каких-то таких дурачеств, полузапретных, еще что-то. Ну вот с точки зрения здравой логики, адекватного человека, очень тяжело это объяснить. Но с другой стороны, как бы вот смотрите, ну я приведу тупой банальный пример, который в нашей стране, мне кажется, ну не знаю, кстати, каждый 10-й, каждый 20-й повторял, ну лампочка, да. Многие здравомыслящие люди, особенно под алкоголем, пытаются проверить, типа нифига, маленькую-то Почему они точно. здравомыслящие, если они под алкоголем пихают себе лампочку в рот? Где в этой фразе здравомыслие? Я вас попрошу
Ну, в смысле, объяснить. ну, нет, подождите. Ну, То есть трезвые бы они не в жизни сделали, а под алкоголем нормально. Это просто здравомыслящий человек, который нажрался и стал нездравомыслящим. Мне кажется, просто трезвому скучно, как бы он не решится на такое. Это же весь кураж-то, собственно, под алкоголем возникает. Нет, разве? Это не кураж, видимо, это самое, там мозг отключается и все. Как бы. А вот я хотела еще, знаете, новость прочитала, прям прекрасную. Наши ученые несколько лет пытались сделать русскую Виагру. У нас даже, по-моему, скрин новости есть. Я вам клянусь, с 17-го года, то есть они 9-й год пошел, из федерального бюджета потратили, ну, говорят, 1 миллиард, я думаю, что гораздо больше, от импотенции из мускуса кабарги, но результат так и не получали. При этом за это время проект подорожал в 1,5 раза. Вот, об этом доложилась буквально на днях счетная палата. Вот как вы считаете, вообще-то распилили деньги? Зачем изобретать Понимаете, велосипед, если он есть? Мускус кабарги — это афродизиак. Он не отвечает за сосудистое русло. Если уж им нужен рецепт, сок свеклы. Мощнейший донатор азота. И не надо никому ломать голову. Хотите, пожалуйста, делайте этот экстракт из свеклы. Он будет не За хуже, сколько не времени? хуже Виагры будет То есть, работать. винегрет это все про это. Винегрет, примерно, да. она уже все-таки подверглась обработке Рецепт, свекла. рецепт. Если Василий, нам нужен сырую рецепт. погрызть, это одна история. Сырой из свеклы? Да у нас очень много вот для бодибилдинга препаратов на основе сока свеклы. Для пампинга. Дает крови наполнение. Короче, подождите. Совершенно такой же эффект. И То не есть- надо кабаргу убивать. Кабарга афродизиак, он дает возбуждение, но возбуждение такой, интерес к партнеру, но он не увеличивает сосудистое наполнение там, где надо. То есть стоять не будет по-русски? Не, ну если... Я не знаю, какие у них выводы-то. Просто очень странно. Есть рога морала, вот это весь бред. Нет. То, что не обладает написали. формулой. Вот, подождите, я к тому, что вот в Якутии, я прошу прощения, они же спиливают рога молодых вот этих вот Это в оленей. чистом виде Панты, шаманизм. да, они Там называются? нету ничего полезного. Они даже рассказывают, что у них есть пантовые дети. То есть... Это понты. Это не Да, это да. Понты? Правильно ставьте ударение. Причем, но интересно, кстати, по поводу этих афродизиаков и прочего. Вот, например, на самом деле для России эта тема очень острая. Вот, например, с января по ноябрь прошлого года в России продали отечественных препаратов для улучшения потенции на 10 миллиардов рублей, дорогие друзья. На 10 миллиардов. Секундочку. Так вот, и еще продавцы обратили внимание, что русские покупатели, российские, начали чаще выбирать упаковки с большим количеством таблеток. Да? О есть чем это говорит? я думаю, что это просто люди среагировали на посыл властей по поводу проекта «Демография», на самом деле. А мне кажется, что просто у людей от стресса и от принятого алкоголя в новогодние праздники не работает прибор. Виагра в сочетании с алкоголем дает очень опасные побочные действия, которые, в частности, проявляются чудовищной головной болью и всем прочим. Крайне не рекомендуется сочетать этот препарат с алкоголем. Там в аннотации это четко прописано. У меня очень простой вопрос, простите, мужчины. Да. Я девушка, у нас не придуманы никакие такие лекарства. Не, А вот- почему? Вся женская Виагра продается в ювелирных да, она тоже магазинах. есть? Ювелирные магазины, там, где шубы О, продают. да. На курортах отличная Виагра. Подождите, вы сказали про свекольный сок. Вот свекольный Да. сок сырой свеклы, типа выжимаешь, Да, всё выпиваешь. верно. За сколько до Мощнейшее. момента, когда ты хочешь Ну, впечатлить сколько ему девушку? надо всосаться? Минут 15-20. И все работать будет? Бесперебойно. Ну, то есть можно приглашать... Вы на с меня гарантии хотите получить? Я хочу, да, понятно. Нет, смотрите, там, когда мы говорим о Виагре, все-таки плацебо-эффект более 50%. Человек расслабляется, понимает, что он принял препарат. И всё будет. Дальше все это упирается, если у тебя либидо нет, ты этого партнера не хочешь, ты можешь ведро Виагры съесть и водкой залить, эффект будет приблизительно одинаковый. Там очень много нюансов. Да, без влечения, без желания она не сработает. Мы же, женщины, ассоциативное мышление имеем. Я тут Да, прочитала серьезно? новость. Да, абсолютно ассоциативное. 19 января суд не развел Джигана с Самойловой. Вот у меня ассоциация на Виагру. Еще бы, он же все имущество должен отдать. Он там в невменяемом состоянии подписал брачный контракт, что он все ей.
Да. Поэтому он будет упираться до последнего. Он там Жорина нанял, он там пытается себе какую-то невменяемость приписать. Ему очень А дорого. зачем он подписал такой контракт? Вот мне просто интересно. Я так понимаю, он выходил из рехаба в очень тяжелом состоянии. Возможно, она ему внушила, что ты следующее просто не переживешь, а у нас столько детей, все прочего. Я не хочу делить там имущество, прочего. Давай мне все, раз ты так себя ведешь неадекватно. Я не знаю, я там не присутствовал. Для меня тоже загадка, почему был составлен такой брачный контракт 100% в пользу жены. Это Типа нонсенс. при любых обстоятельствах, при разводе все получает жена. Не, ну может там прописано, если она изменит или по ее инициативе. Я не знаю вот эти все детали. Я думаю, что многие обратили внимание, телезрители, в новогоднюю ночь ТНТ показывал «Новогодние приключения Шурика». Вы посмотрели, кстати, Кирилл? Да. Если вы обратили внимание, если вы понимаете, кто такой Джиган, он там очень худой. Это вот он после того, как принимал запрещенные препараты и в рехабе полежал, так похудел. Ну, он просто... Не, контракт был сильно раньше, это не сейчас было подписано. А так, да, я тоже наблюдаю, он все время сильно меняется в разные стороны. Но сейчас не обязательно вещества употреблять. Сейчас у нас есть ряд препаратов, которые позволяют быстро сбрасывать вес. У него есть деньги, он себе может суперперсонального тренера позволить, тоже быстро набирать мышечную массу, что угодно. Поэтому тут не буду говорить, масса может быть вариантов. А вот как вы считаете, вот Самойлова с ним разводится, потому что кризис среднего возраста у девушки? Она ему очень много детей родила, терпела все эти выходки. Ну, понятно, работала вторым номером, он звездная личность. Она при нем, может быть, она себя ощутила уже полноценным, так сказать, персонажем медийным. Вот она куда-то на курорт поехала, начала там зажигать, каких-то еще понятно. себе поступки позволять, как будто она тоже звезда. Ну, окей, будем наблюдать. Вы подняли очень интересно. Вот Николь Кидман развелась со своим алкоголиком, у нее в контракте было за каждый трезвый год $600 тысяч она ему платит. Она ему должна 12 миллионов. Серьезно? Он с ней 19 лет прожил. Вот она его трезвость купила. Там какой-то кантри-певец третьего уровня. Несопоставимые. Это умная история. Вообще. Я про эту историю не знала. Но это про ее комплексы, понимаете? Она звезда мирового уровня, подобрала какого-то алкоголика, наркомана, лечила, ему еще 12 лямов должна. Немножко это, наоборот, в моих глазах ее это принизило, что она покупала... Ну, а если она и любит покупала его адекватность. Вот Подождите. это такой ход. Вот мне кажется, что у нас в глубинке женщинам бы тоже, может быть, не помешал такой приемчик отрабатывать. Или на нашем менталитете мужском не будет это работать на русских мужиках? Как вы думаете? Что именно, трезвость Ну, типа, покупать? да, ты не бухаешь, я тебе плачу $500 000 за год. Есть материнский капитал, есть женский капитал. Да, есть женский капитал. Как вы думаете, вот такой? Супружеский капитал. Мне Если он кажется- копится, и ты Мне его можешь взять кажется- только в том случае, Не если будет? 10 лет, там, например, трезвый. Если женщина обеспечена, у нее достаточно... Зачем ей какой-то алкоголик? Любит. Чью трезвость надо Любит. покупать? Если любит, тогда любое безумство приветствуется. Он ее будет бить, она ему будет платить. Он же любит. Она же любит. Что тут Ну можно что вы сказать? сразу вот бить, платить, а может быть он тихий, спокойный, ну бухнул, пошел, прилег, поспал, никого Зарезал не трогает. одного-двух, да. Ну, вот И опять сразу, тихий, сразу в спокойный. криминал. У нас Нет, это не цитата. всегда же человек под алкоголем. Мне не мыслит. нравится, что что-то надо покупать. Вот люди создают семью. Каждый не может быть индивидуалистом. Да? Вы жене Есть подарки общие, дарите? общие интересы. Вы жене подарки дарите? Естественно. Ну? Общие интересы, правила. Кто-то уступает в одном, кто-то в другом. Это всегда изменение обоих людей для общей пользы. Нет, я буду вот покупать, платить, заслуживать твою любовь. Меня вот эти формулировки триггерят очень сильно. Мотивация. Нет, разве? Вот есть же люди такие слабовольные, которые не способны сами не пить, а ты как бы мотивируешь его. Нет? Это очень удобный уход от ответственности. Я слабовольный. Вот что касается выпивки, там с волей все нормально. Да, любые препятствия будут преодолены. То есть А там когда воля не есть, надо да. выпивать, тогда у меня воли нет, я не могу держаться, я в это не поверю. Это очень такая специфическая воля. Но алкоголизм болезнь же. Так надо лечить, а не покупать трезвость. Излечимая болезнь. Вот это очень хороший вопрос, потому что у нас нет критериев излечения. Да? Почему по этому поводу говорят, бывших не бывает? Как только человек решит, что он бывший, ему можно как раньше, он уйдет в срыв.
Поэтому если он не выпивает, он в ремиссии. Как только он выпил, болезнь возобновилась. Есть такая байка. Все врачи бухают по-черному. Типа после работы, у них Да. там доступ спирта и прочее. Вот развейте нам этот миф, как врач Василий, или наоборот подтвердите нам его. Это великая иллюзия. Ты заходишь на суточное дежурство, вот реанимация, тяжелые пациенты. Ну иди напейся, у тебя утром половина будет мертвых. Что это за история? После работы иди напейся. Да ты суток в таком состоянии, если ты еще выпьешь, ты просто, профессиональную пригодность потеряешь достаточно быстро. Просто запоминаются какие-то выходки, где-то пьяный врач, а я могу отфутболить. Зачем вы все время тащите алкоголь и шоколад докторам? Вот сколько хороших, талантливых хирургов просто тупо споили пациента, которые волокут эти коньяки и все прочее. Ну, есть у человека слабость. Что дарить? Вот сейчас скажите мне, я ломаю голову Это всегда. вообще Что? шаманизм, что к шаману с пустыми руками не придешь. Вы там оплатили операцию, консультацию, это достаточно. Не надо ничего лично тащить. Поблагодарить Думая, хочется. что это ваша благодарность что-то изменит. Если я профессионал, я дам максимум без всяких благодарностей. Для меня самое большое удовольствие помочь пациенту решить его проблему. Очень хотели мы поговорить про безумных политиков и про начало года. И, собственно, мне кажется, мы не можем, просто не можем не затронуть прекрасного человека Макрона в Давосе. За несколько дней до Давоса Макрон появился с красным глазом. Все уже поржали, что Бриджит в очередной раз его избила. И в Давосе он надел на себя темные очки, чем еще больше, собственно, смешил журналистов и публику. Ну, Вот. такой Супермен, а чего, нормально. Это не его очки-то, Мачо. это очки Байдена, на самом деле. Ну, уже все, да, потроллили. Вот как вы думаете, реально жена его бьет? Ну, а почему нет, Сложно собственно? сказать. Вот Шольц с повязкой ходил, он там где-то на пробежке упал, например. Это спортивная травма. Бывает, что на скачках давление сосуды в глазах лопаются. У него я синяка не увидел, я увидел только красные Капилляры. склеры. Да, такой очень специфический симптом, поэтому, конечно, можно так целенаправленно тыкнуть в глаз, не задевая мягкие ткани. Ну, в общем... Исключать ничего нельзя, у них высокие отношения, мы видели, какие она ему зуботычины дает, поэтому... Но, кстати, может быть. одновременно журналисты обратили внимание, что у Трампа на руке синяк большой, поэтому... Отмахивался, Да, у него- нет, однозначно, причем в одно и то же время это было, поэтому как бы есть... Но он постоянно с синяками, ему что-то подкалывают в кисть. Понятно, что я и Байдена постоянно комментировал, у того еще от кислорода был след. Что От подкалывают? маски. Что подкалывают в кисть? Я так понимаю, что возраст-то уже очень достойный. Там может быть общеукрепляющая терапия. может быть, Витаминчики там, я не знаю, витаминчики, Слушайте, улучшающие когнитивные функции. натроп Да, какие-нибудь. почему нет? 80 лет, мне кажется, это такой возраст Какой? в наше время. Наша. Ну, еще активный, нет? Активный? Ну, а что? Ну, для какой-то прослойки очень незначительный. А если да. брать среднестатистическую продолжительность То есть жизни, это уже глубокая, это уже глубокая уже старость, пассивный возраст, не все доживут. Это я мягко сейчас выражаюсь. Ну вот, кстати, я вернусь к Макрону. Слушайте, вот как вы считаете, господа, вот вы-то вообще все новости на как бы западной площадке Ну да. отслеживаете? Реально 2 года говорят про то, что Бриджит — это мужчина. Вот допускаете такое или просто вот Нет, хайпует конечно, это американская может быть, но блогерша? подождите, как бы есть... Они же там, приводят аргументы. американская там блогерша, там, я, честно говоря, не помню, как ее Я имя, тоже но не она, помню, да. то есть, они на нее, там, Макрон с супругой, ну, в кавычках, да, подали на нее в суд. Наезжают, да, прям. Мы готовы там в суде там все показать, доказать. Прям показать? Да, и прям показать. Но, Сейчас такие но операции можно показать. Но прошел уже год, и никто никому ничего не показал. То есть, как бы, вот тут остаются вопросы, на самом деле. Вот вы как думаете? Ну, у них такая давняя история любви. Она же его соблазнила, когда ему было 14 лет. Там Школьник. студенческий кружок, он звезда актерская, она руководит кружком. Там 4 детей, извините, от предыдущего банкира и все прочее. Да, она специфически выглядит, очень не женская фигура, но это уже индивидуальная особенность. А Ну, так это если- гены Панина. Как бы, да. Она Да. его ревнует, вот я просто пытаюсь понять. Я думаю, она выполняет функции бороды. Если честно, мы понимаем, какая у него ориентация и все прочее. Вот там ревновать или подразумевать Ну да, у них это как какую-то бурную семейную жизнь. Ладно, а в отношениях он подкаблучник, как вы думаете? Вот как вы думаете? Ну, однозначно, она инициатор отношений, она Да? его соблазнила. Их там
в этом городе просто огромному хейту подвергли, особенно, Серьезно? да, ну там большая деревня, 2 или 5 тысяч человек там на заборе даже писали. Последний, кто узнал, это был муж. Очень, очень уважаемый человек. Громкий бракоразводный процесс. Он ее оставил с этими 4 детьми. По минимуму ей финансирования. Вот сделал максимум, чтобы она без денег осталась. То есть он очень сильно разозлился на эту ситуацию. Опозорил вообще конкретно. А она сделала Макрона президентом. Слушайте. Я думаю, все-таки банк Ротшильдов, где он был на очень Да, это Ротшильды уважаемых. его Поэтому сделали, да. вот она не мешала ему в его Мне личной жизни и во всем остальном. Мне Очень кажется, удобная тут все срослось. женщина. Вообще. Ну, удобная, да. А вот, кстати, если мы сейчас вернемся к Трампу, про которого мы уже заговорили. Буквально перед Давосом и уже в Давосе тоже в своей речи он еще раз упоминал Гренландию, несколько раз Ну, рассказывал. зафиксировался. Да, зафиксировался еще Ну, раз. Мальчик хочет игрушку, дайте Да, ему хочет Гренландию. Хочет Покажите Тамбов, нам да, скринстатью. гренландский. Да, и, соответственно, сказал в конце, ну, в общем, рассказывал, что они, американцы, несколько раз эту Гренландию спасали, защищали От во кого? время Второй мировой войны. Да хрен знает от кого. Они все время всех спасают же, американцы. И что сейчас Гренландия очень нуждается в помощи, в спасении, в защите. И что если вы нам откажете, мы это запомним, сказал Трамп угрожающе. Вот что он зациклился. А, кстати, вот можно я покажу вам? Гренландцы же выпустили шикарный ролик с медведями, белыми партизанами. Покажите нам, режиссер, пожалуйста. Вы не видели это? Нет. Шикарно. Типа, как мы будем защищать Гренландию от Трампа? Типа Трамп приезжает, а они такие партизаны. Ну да, искусственный интеллект. Но ролик повеселил. И гренландцы, они достаточно патриотично так У них настроены. такой прикольный флаг. Да. Я думал, что это придуманный флаг, оказался настоящий. Настоящий очень флаг, интересный, да. да. Вообще они классный ролик сделали. Еще Мишка вот этот с банданой прям. Ну, типа смысл: Трамп, приезжай, мы тебя тут встретим. Ну, ролик крутой, скажите. Только пингвинов там нет. Да? Нету? Ну, белые мишки же там есть, моржи есть. Мишки, да, есть. Тюлени есть. У Мишки моржи есть. потрясающий прям. Ну, в общем, смысл в том, что вся Гренландия встанет на защиту, в общем, своей территории. Вот как вы считаете, что он хочет от Гренландии? Вот почему? Они уже эту хохму делали, например, с Виргинскими островами во время Первой мировой, когда также сказали, там, Кайзер хочет для подводных лодок сделать базу, отдайте нам в управление. И датчан вытеснили, по-моему, даже ничего им не заплатили. Поэтому, ну, вот у них такой сценарий. Доктрина Монро, все наше. Вообще странно, что европейцы владеют На таким. самом деле есть другая версия. Дело в том, что вот, как вы думаете, где находится остров Эпштейна? Ну, на Виргинских Ну, да, островах. вот именно. То есть, как бы вот им просто нужен остров побольше. Вот в чем дело-то. Понимаете? Там климат не располагает в купальниках Ну, ходить. Мне кажется, Они что-то придумают. Они уже роют тоннель, мне кажется, шириной в 2 Абрамса к Гренландии. И поэтому, в общем, Я думаю, он хочет торопят. войти в историю, как всякий нарцисс, вот такой собиратель земель, что он вернул в гавань Гренландию. Слушайте, вот Все у него хорошо. про нарцисса я вам хочу сказать. У него есть племянница, оказывается, у господина Трампа, Мэри Трамп. Вообще, на самом деле, вот все высказались уже на эту тему. Ведь когда он второй раз даже пошел на выборы, никто из семьи в его поддержку не высказывался. Ну, понятно, там жена постоянно мелькает и торгует лицом, поддерживает его всячески, там его зятек Уитков, а вот никто из семьи не высказывался. Уитков еще не зятек. Кушнер, господи, да-да-да. Уитков Они еще не все- зятёк, главное. Они Может, все богом избранные, но Может, с еще моей не легкой зятек. руки Уитков станет А. зятьком. Так вот, Мэри Трамп, она, оказывается, клинический психолог, и она, в общем, написала у себя в Твиттере за час до выступления Трампа, что сегодня в 14 часов, когда в Москве будет уже 16, в Давосе выступает самый опасный человек в мире. Так она про своего дядюшку высказалась. И она проанализировала портрет Трампа не только с человеческой, с медицинской точки зрения. И сразу поставила ему несколько диагнозов. 9 клинических признаков, она сказала, нарциссического антисоциального расстройства личности. Она все в одну кучу, это разные расстройства. Антисоциальные — это врожденные преступники, абсолютно аморальные и
А нарциссизм, да, он нарцисс, эксцентрик, может быть, немножечко истероид, очень любит на камеру покривляться, но только не антисоциальная. Она сказала, что он всегда врет. Человек с патологическим... Любой политик можно при желании сказать, что он всегда врет. Смотрите, в 2024 году 200 видных психологов там, американских вот, обратились с открытым письмом в газету New York Times, да, где они как бы вот абсолютно как бы со стороны профессионального сообщества, вот у меня прям даже есть цитата, что они единодушно утверждают, что у Трампа так называемый злокачественный нарциссизм. То есть и как бы перечисляют, что есть у человека там нарциссизм, там чрезмерная потребность в восхищении, антисоциальное поведение, то есть ложь, полное отсутствие угрызений совести, пренебрежение правом, значит, паранойя, значит, у него убежденность в преследовании, в враждебности всех в отношении к нему, да, и садизм, получение удовольствия от причинения страданий другим. Утверждаете? Да. А Да. где подкрепление-то? Кого он Да. там замучил? Когда он говорил, что у него Вот вообще есть, совести вот, кстати, нет? вот это интересный момент. Дело в том, что, вот, например, вот, медицинское сообщество западное, оно как раз разделилось вот в этом направлении. Там был судебный случай, когда пресса, по-моему, Match был журнал, и там они разместили мнение там, ряда там, психологов, которые утверждали, что какой-то там какой-то кандидат в президенты там на тот момент, он является там каким-то психопатом, там туда и так далее, и так далее, и так далее. Он подал на них в суд и прекрасненько его выиграл. Почему? Потому что, согласно законодательству, как бы нельзя ставить диагноз такого плана без конкретного взаимодействия с пациентом. Я скажу да. больше, даже без его запросов. Да, вы без не его имеете права о Да, нем да. говорить. Но вот эта группа, так сказать, психологов, да, которая пишет, что у них, так сказать, как бы такой как бы другой подход, что с точки зрения общественной безопасности, то есть они видят конкретные признаки и они призывают, скажем так, на них обратить внимание, и как бы типа все указывает на то, что вот у него такая-то история. Вот как-то так они это. В связи с этим, знаете, у меня замечание, вот Байден в тяжелой деменции, Да. да, с когнитивным дефектом. Король голый. Где были эти прекрасные психологи? Не удивлюсь, если они все из стана демократов. То, как травили Трампа, Именно как это. его торпедировали, Да. это совершенно вкладывается в эту картину. И на него все повесят. Ну, смотрите, тут есть еще интересный нюанс. Вот опять же я поднял статистику, что вот было даже проведено научное исследование в 2006 году, еще до Трампа далеко, что оказывается, что 49 американских президентов, там 18 из 37, да, они страдали психологическими расстройствами самого разного вида. Например, отцы основателя, да, например, вот там Авраам Линкольн, он был склонен к суициду и даже был под надзором, чтобы не получить доступ Только его, по-моему, к убили, оружию. а не он сам себя. Нет, у него был, вот прям конкретно я вам рассказываю, да. И, например, Теодор Рузвельт, это не Франклин Рузвельт, который во время Второго мира, а другой, Теодор Рузвельт, они родственники, кстати. У него было биполярное расстройство с чередующимися маниакальными депрессивными эпизодами, да. Рейган вообще был актер. Ну, то есть я имею в виду, что у них это своего рода традиция, в общем. Нет, На слово большой традиция- выборке всегда можно найти какие-то отклонения, критерии эффективности. Линкольн секундочку. создал государство. Рузвельт там отлично вышел из Первой мировой, очень сильно Но это не тот поднял. Рузвельт, на самом деле. Ну, не важно. Тот во второй, а Да. этот был пораньше. Поэтому они все были феноменально успешные. Кеннеди там употреблял, тоже у него были сексуальные девиации и все прочее. И чего? И можно Критерий-то сказать, на государственное управление это не влияет. можно сказать, что Америкой нельзя управлять, будучи совершенно здоровым, адекватным человеком. Америкой могут управлять только такие люди. Мы Нет? исходим из того, что управляет один человек. Управляет все-таки коллектив. Вот Конечно. это вот фигура, которую показывают. Вот Байден показал, что управлял кто угодно, кроме него. Ему давали шпаргалку, да. он выходил, сядь сюда, этого спроси, всех поблагодари, уйди. Вот периодически эта шпаргалка попадала просто... Зато как он веселил своими оговорками или выходами к сцене и здорованиями с пустотой, несуществующим да. человеком на Меня сцене. не веселил, я считаю, издевались.
Значит, более того, у него в это время шла онкология, его не лечили, чтобы не показать, что он совсем больной. Сейчас он бедный на дедушка 4-й Байден. стадии с метастазами фактически доживает. Потому что тогда его нельзя было оперировать, это стало очевидно, он бы не пошел на вторые выборы. И болезни дали развиться. Вот такая прекрасная жена, которая все контролировала, Да, добивалась этой власти. Ладно, Байден оговаривался. Человек с деменцией, все понимали, мне кажется, это в мире. А вот Трамп, мне кажется, он оговаривается нарочито нарочно. Вот покажите нам последнюю оговорку в Давосе. Со звуком. And I settled other wars that were Vladimir Putin called me Armenian, Azerbaijan. Абербайджан. Азербайджан. То есть сначала он вообще назвал эту войну, я урегулировал между Албанией и Азербайджаном войну, теперь он уже между Арменией и Это была страшная Азербайджаном. война, слушайте, Страшная война. столетняя. Между да. Албанией и Азербайджаном. И снова, то есть он намеренно Азербайджан называет Азербайджаном. Намбия вместо Намибия. То есть это вот от Ну, чего? он не обязан обладать какими-то глубокими знаниями в географии. Он постоянно воспроизводит, у него поток мыслей, он периодически эти мысли меняет. Ему надо людей к сделке подводить, нагнетать, как у него. Трамп всегда откатит назад. Он наедет, откатит, что-то получилось, он себе на счет запишет, не получилось, ответственность. Забыл, поехали дальше. Но да. он же свои все, что он обещал, стену строит, Венесуэлу потихонечку прессует, да, вроде клоун, шутник, но у него же по чуть-чуть-то То получается. есть вы трампист, я гляжу. вот. За то, что он отменил вот эту повестку ЛГБТ и, извините, USAID без бабок оставил, это он мой кумир просто. Ага. Слушайте, Всё понятно. но тем не менее, вот меня все-таки поражает, даже мем же уже появился еще перед Новым годом, да, где Миронов с Папановым, отрывок из «Бриллиантовой руки», Папанов типа поехали к шефу, я не могу, мне надо срочно посмотреть, любит сегодня Трамп Путина или нет. Сегодня я люблю человека, завтра нет. Это вообще откуда? Трамп always chicken out. Он всегда откатит. Он весь бизнес на этом строился. Наехать, откатить, выискивать слабые позиции, но подводить людей к нужным ему решениям. Потихонечку, но он своего добивается. Это называется эмоциональные типа качели устраивает. Типа В том пугает. числе, ну, это такие условия жестких переговоров перед сделкой, да, качать, нагнетать, потом отпускать. Он очень продуманный человек. Я бы его легкомысленным не считал. Некоторые даже вбрасывают, что у него какой-то суперискусственный интеллект, он с ним советуется, и тот ему помогает. Как Да вы нет, считаете? нет, конечно, никого. А, кстати, многие говорят, Я думаю, что он считает себя умнее любого искусственного Это интеллекта. понятно. поэтому, да. Ну, вообще он считает себя вообще самым умным, самым решительным, самым миролюбивым. Мне кажется, очень расстроился, что ему не дали. Слушайте, это Нобелевскую прямо, премию. это серьезно. Это какая-то детская травма. Это его Уже не Это задело. прям поделаешь. триггернуло. Это сильно прям. Да. Лично вы считаете, кого самым безумным среди политиканов? Может быть, самым пьющим, но скрывающим, самым безумным? Вы Ну, же на вот- данный момент Владимир Александрович Зеленский, по-моему, совершенно невменяемый человек, уже очевидно, к чему идет, давай договаривайся, он все пытается на 10 стульях усидеть, периодически у него эти тяжелые отходосы от веществ и очень масса странных заявлений. Ну, понятно, что не пропетляет. Ну, Чего он там оттягивает? Вы как профессионал все-таки вы видите там какие-то признаки употребления вот этого всего? Ну, естественно, это... То есть это прям видно? А вам? вы видите, как он за 5 лет изменился? Вот эти тиктоки в туалете на коленке с расфокусированным вниманием и всем прочим. Либо состояние интоксикации, либо абстиненции, либо постинтоксикация, как в Давосе, когда человек тоже весь на шарнирах. У человека свой... Ну, то есть клиника прям вот присутствует. Это кокаиновый наркоман. У Давайте человека свой рехаб. скажем. Большинство докторов, которые этим занимаются, в том числе и на Украине, огромное количество видеоматериалов, прочего, где она начиная с какой-то тернопольской таможни, где он там в состоянии интоксикации просто видит что-то невидимое, сидит совершенно вмазанное. Заканчиваемся, давай как мужики сядем, поговорим, вот это вот все, внешний вид, речь, да, как человек входил во власть, вот это вот его речь в Раде, и как он за это время деградировал, во что он превратился. Звезды под капельницей на канале «Пятница». Да, мы не на телеке, мы можем обсуждать все федеральные каналы. Это была ваша идея? Нет. Или это вам предложили? Что Это за очень проект? дорогой Расскажите. это очень дорогой проект, поэтому
Вообще мою идею никто не спрашивал, меня пригласили, я говорю, ну, наверное, какие-то кастинги нужно. Мне говорят, нет, тебе ничего не нужно проходить, просто иди с режиссером пообщайся, он там твои актерские навыки все оценит, все нормально, и через какое-то время были съемки. Вообще не мой проект, это... То есть Картозия предложил? Совершенно верно, он долго вынашивал эту идею, это в чистом виде его проект, он обеспечил мощную съемочную группу, финансирование, но не моя идея. В чем суть? Расскажите, потому что я видела фрагментально, люди, возможно, вообще не знают про такой проект. «Звезды под капельницей». Про что это? То есть приходят звезды и признаются в алкоголизме? Про дестигматизацию именно выздоровления. Потому что По-русски. мы знаем, особенно последнее, вот это с рехабами опять пытались волну поднять, что это концлагеря, где всех мучают, что выздоровление невозможно по щелчку. Да, все социальные слои подвержены этой проблеме, знаменитые люди в том числе, но знаменитые, как правило, очень хитренькие, подлечиваются, скрывают, редко признают. И вот мы показали весь процесс, что вначале человек признает наличие у него проблемы. Дальше мы уже работаем с его травмами, триггерами, с патологическим влечением, с зависимостью в семье. Там есть серия, где приезжает семья, они тоже выстраивают определенные отношения. Человек выздоравливает. Там индивидуальная психотерапия, групповая. Да, я понимаю, на камеру до конца не раскрываются, но мы очень близко показали, как происходит выздоровление, как происходят изменения для многих людей. То есть вы показали, грубо говоря, этапы, как из алкоголика как можно вылечиться от алкоголизма, условно. Но у вас звезды под капельницей. Эти звезды сами согласились признать свой алкоголизм? Или вы звали, они не понимали и не признавались? Кто вообще согласился, кто нет? Ну, у нас с первой серии ушли Волочкова и Джигурда. Да, Ушли с нее? Кот Базилио и Лиса Алиса, да, когда пришла речь о том, что надо признать зависимость, подписать правила выздоровления, да, и поехать уже в изоляцию на месяц, они категорически выразили нежелание. Волочкова еще мне кучу гадостей наговорила, которые не попали. Ну, понятно, там уже третья стадия, полная деградация. От нее очень тяжело ждать какого-то адекватного поведения. Можно я покажу вам видео, на которое я наткнулась вчера? Просто не смогла А войти. ей, по-моему, 50 лет, да? Она Да, что-то ей там празднует. исполнилось 50 Все лет. написали, Покажите, как пожалуйста. 50 выглядеть на 80. Волочкова на дне рождения. Я ее не узнала, я подумала, что это Светличная сначала, клянусь вам. Так Светличная уже нас покинула. Ну, посмотрите, она действительно очень плохо выглядит. То есть мы сейчас не про то, чтобы там, давайте посплетничаем, Ну да, но вот человек выглядит очень-очень старше 50 лет. Это вы считаете тоже из-за того, что, ну, как бы она выпивает? В Василий? том числе бывает еще наследственность. Надо посмотреть, как ее мама в 50 лет выглядела. Сам по себе балет — это очень тяжелая, огромная нагрузка. Недаром они идут на пенсию гораздо раньше. Очень много факторов. Ну, когда речь идет об Анастасии, у нее уже очень тяжелое злоупотребление. А на последние 10 лет это вот только пьяный хайп. Ни одной хорошей новости нет. Она считает, что она в творчестве, до сих пор танцует, но по факту мы видим все эти скандалы и нарастающую деградацию. То есть она прямо на проекте призналась, что она не алкоголик, что вы все Совершенно брешете. верно. Она меня послала. Ну, если уж все называть своими именами, сказала, я велика, а ты никто, все, я поехал. А Разговор был такой. А Джигурда тоже не признается? Или он не Да, алкоголик? совершенно верно. У меня с ним была беседа. Он может месяц выпивать и считает, что это нормально. Потом же он месяц не пьет. Я говорю, ну, если в таком режиме употреблять и считать это нормой, очень тяжело было с ним разговаривать. Они в отрицании. К сожалению, когда мы говорим об алкоголизме, анозагнозия — это стержневой симптом, он все стадии проходит отрицанием проблемы. Даже лежа в луже, он будет говорить нормально, вот тот лежит в более глубокой луже. У меня еще все нормально. Все же творческие люди пьют. Вот кто из Вы медийных, кто из склонны артистов не как-то пьет? к такому абсолютизирующему Я вот творческий обобщению. человек, я не Все пью, да. Мы сейчас, творческие люди мы сейчас пьют. говорим про медийную часть, артистическую, да? Ну, Мы вот, медийные, условно. да, мы артистические. Часть игроманы, часть употребляют наркотики. Пьют не все. Я ответил на ваш вопрос.
Может быть, просто эта среда подталкивает к такому? Ну, знаете, очень легко объяснять средой. Человек сам принимает решение. Да, среда, многие хотят угостить. Мы знаем, как Высоцкого споили. Мы в каждую компанию приезжал, там наливали. Причем, зная его абсолютную неуправляемость, что он становится совершенно дурной, опасный для самого себя, для окружающих. Потом жены приезжали, забирали, спасали. Какие были огромные усилия вытащить. И тем не менее, все время находились добрые люди, которые наливали. Тому же Курту Кобейну уже было законодательно принято решение не продавать оружие. Друг ему все равно Не продавать спиртное? дал. Нет, А. я, к примеру, говорю, Да-да. что многие пытаются объединиться вокруг знаменитости, спасти, но когда с катушек срывает, всегда найдутся доброжелатели, которые ради, типа дружбы, дешевой популярности Ну, в общем, так, если посмотреть на наш шоу-бизнес, каждый и второй... не заплакать. Да, каждый второй страдает алкоголизмом. Билан признается в этом. Почему многие артисты и вот медийные личности, они так, как бы спокойно относятся, вот в отличие от Лачкова и Джигурды, об этом рассказывают? Потому что у нас в русском мифологическом сознании, да, пьяница это юродивый, да, это юродивый и социально, скажем так, не табуированная тема. То есть мы вот как бы коллективно бессознательное, да, то есть мы вот пьяниц, алкоголиков как бы так принято жалеть и принято оправдывать. Вот если бы это было социально совершенно запрещено и позорно, то такого бы не было. Мне кажется, Василий очень правильно мне как-то сказал, что романтизировал, собственно, в нашей стране и возвел в культ образ алкоголика Ильдар Рязанов. Вы же так считаете? Обаятельный алкоголик, да? Да. Всегда, да. Все алкоголики обаятельные, всех надо пожалеть. Ну, я согласен, смотришь его фильмы, там готовят, вкусно пьют. Наши гениальные артисты, хорошие постоянно песни на стихи Серебряного века. Он все это очень красиво, вкусно показал, я же не спорю. И все очень Он жалеют большой молодец. Мягкова. Мягков алкоголик, все его жалеют, нет? Ну да. Ну вот. Мягков очень часто играет такие слабые личности, да, которые достойны жалости. Вот у него такой имидж в том числе. Мне кажется, мы вообще женщины жалостливые, мы всех жалеем, всех Понимаете, любим. когда речь идет о зависимом, жалость выходит боком, потому что лишают человека последствий, прикрывают, подлечивают, а болезнь в это время прогрессирует. Вот жалость — это то, что максимально вредит в данной ситуации. Пойдем от обратного. Кто из наших известных медийных артистов, звезд не алкоголик, не принимает и вот прям зайка-зайка, здоровый, адекватный человек? Есть такие? А как, я же их не тестировал, они ко мне за справкой не приходили. Ну, ваше мнение. Вот вы же со стороны все равно наблюдаете. Часть из них призналась уже давно. Мне кажется, камин-аут. Кадышева не алкоголик. У него депрессия, вот эта депрессивная маска. И сейчас эти бесконечные концерты, она просто, у нее бесконечный чес, ей выпивать негде. Если она еще пить начнет, она умрет гораздо раньше. Кадышева алкоголик, это даже, мне кажется, как Сказали, анекдот. депрессивная маска. А у вы заметьте, Кадышевой. у нее совершенно маскообразное лицо, огромные синяки под глазами. Мне ее как Замечала. психиатру очень жалко. Она вроде такие То есть там какие-то веселые. проблемы, я так понимаю. Мне кажется, да? это образ просто Она такой. просто нет? на износ работает. Я не знаю, в чем такой образ. Ипотеку, Ну, может, она Вы не выплачивает. понимаете, вот представляете, Да она уже зумеры пол Москвы может купить. зумеры Ну, а влюбились может быть, она в взяла песню. большую ипотеку. Так у нее еще полгода, и потом про нее забудут все. Вот именно. Она и То есть она вот как бы, отрабатывает. да. Разве нет? Видите, какие вы молодцы, вы все можете оправдать. А мне по-человечески жалко вот такой бесконечной эксплуатации. Я не знаю, миллион раз спеть эти народные песни. Эксплуатация Тут- кем? Подождите, Это же она надо же сама добровольно это делать. соглашается Что ехать значит на концерты. эксплуатация? У нее, знаете, сколько новогодняя ночь стоила? Дороже, чем у Киркорова. То есть Однозначно. впервые столько лет человек поет народные песни, и впервые там лет за 50 ее оценили. Вот, и Понимаете, пошел это впервые- чес. А вы Да. говорите, почему у нее синяки-то? Вот почему. Многие бы... Нет, Василий, просто Многие бы такой- детей своих продали, чтобы Я поменяться всегда, местами вот, с Кадышевой. когда действительно звезды говорят, что мы устаем, много концертов, я говорю, о чем ваша жизнь? Вы что, бедствуете? У вас мало недвижимости, всего остального. Почему вы не можете отдохнуть, Да. взять паузу? Вот Да. они сдохнут, будут употреблять допинги, но они не остановятся. Вот а потом вот мы почему, обсуждаем да, вот да. эту безумную алчность, как люди сгорают, но не могут остановиться. Это очень печально. Хорошо, Кадышева Я не могу к ним алкоголик. всем обратиться, сказать, о чем ваша жизнь, когда вы уже нажретесь и чем-то другим займетесь, кроме этих бесконечных концертов.
Ну, это же профессия. Вы же зарабатываете тем, что вы лечите алкоголиков. Они зарабатывают тем, что они поют и ездят на концерты. Мне кажется, как бы вполне адекватно, нет? Я по мере роста своего благосостояния уменьшаю вот эту самую тяжелую нагрузку. И как-то я все-таки стараюсь и семье время посвящать. Ну да. Суббота я с детьми, пусть мне хоть миллион пообещают. Я свои правила не изменю. Мне кажется, у наших актеров все-таки вот советского периода было меньше проблем с алкоголизмом. Или просто это было Не очень факт. Ну вот завуалировано? Бурков спился. Было много очень известных, у которых алкоголь Да, много-много. сгубил, а были гениальные, которые торчали от сцены. Им не нужен был просто, как Сальвадор Дали сказал, мне наркотики не нужны, я сам наркотик. Есть такие вот, и они реально рассказывают, я выхожу на сцену, чувствую этот вдох восхищения, и у меня самый яркий приход, который мне ни один наркотик не даст. 100%. Кстати, вот знаете, наверное, какая-то такая завершающая, финальная у нас часть. Я хотела вас спросить. Сейчас очень многие страны, Англия, Америка, тестируют искусственный интеллект в плане постановки диагноза, да, диагностирования каких-то заболеваний. Вот мне интересно, как вы считаете, алкоголизм и наркоманию может диагностировать искусственный интеллект? Можно я вам президента процитирую, когда Герман Греф там сказал, у нас искусственный интеллект очень активно внедряется. Его Владимир Владимирович спросил, я правильно понимаю, вас уже можно заменить искусственным интеллектом? Да. Раз вы так- Тот да. взял паузу, растерялся, сказал, я надеюсь, не при моей жизни. Поэтому я вам также отвечу на этот вопрос. Есть старая школа, есть вещи, которые искусственному интеллекту можно отдать, там анализ миллиона томограмм, и когда он снимок смотрит. Есть конкретный пациент с кучей нюансов, и пока еще я не вижу перспектив. Мы видим, когда там советы дают, и люди, у них случаются суицидальные вещи, Да, все да, да. прочее. Киньте в меня камень, кто без греха, что называется. Неужели, ну, я Василия не беру в пример, наверняка он лучше осведомлен в медицинских всяких штуках. Я, например, если какая-то сыпь или что-то, первым делом, что у нас человек делает? У нас заходит в какой-нибудь Яндекс Гугл и пишет, симптом сыпь на попе, что делать, какой диагноз? Мы же все Зонтик. первично, мы же не бежим сейчас к терапевту, мы сначала такие прицениваемся. Ну, в принципе, это ничего страшного, Понимаете, да? вы еще очень хорошего мнения, что человек интересуется симптомом. Многие думают, не болит и само пройдет. В таких запущенных стадиях приходит. Пусть это будет интернет, бабушка на скамейке, хоть кто-то. Пошли отклонения в организме, нельзя это игнорировать. У меня только одно пожелание. Вызовите вы скорую, если сомневаетесь, мы посмотрим, решим. Самое страшное — это вот махнуть рукой на себя, Согласна. на ребенка. Давайте понаблюдаем. А иногда фактор времени, он ключевой. Да. Да, согласна. И вот, собственно, мы всем нашим чудесным гостям предлагаем некий интерактив в конце, в финале программы. Кирилл Василий, сейчас да, вот предложит вам... специально для вас, смотрите. Специально Вот, для да, вас. специально для вас. Вот такой, ну это не то чтобы тест, но А это для такой Василия нарколога или друж- для Василия... и психиатра, и нарколог, все вместе. Окей. Скажите, я подобрал несколько отрывков из произведений Классика. наших известных в прошлом там, поэтов, писателей, да, несколько, да. И если сможете, то как бы угадайте, как бы, кто это, да, во-первых. Во-вторых, по тексту определите, либо по стихотворению, определите, чем человек страдал. То есть либо там алкогольной Прикольно. зависимости, либо наркотической, а если сможете определить, то еще какой. Это вообще было бы шикарно. Вот, например, первый отрывок. «Я сам не знал, в кого я воспитаюсь, любил друзей, гостей и аношу. Теперь чуть что, за нож хватаюсь, которого, по счастью, не ношу». Как вы думаете, кто это и как бы чем страдал этот человек? Если Ну, он же сам говорит, что он употребляет аношу, то есть это зависимость от каннабиноидов. И, соответственно, эмоциональные качели — это уже такая запущенная зависимость с психоорганическим синдромом, одно из проявлений которых это как раз эффективная нестабильность, что человек может схватиться за нож, еще за что-то. А кто это? Может, губерман, я не знаю. Это такой Высоцкий? очень похожий Да, на да, его Гарик. это Владимир Высоцкий. Высоцкий. Да. Это Он Высоцкий. подсказывал. И он страдал от алкогольной зависимости, страшной. Ну То и есть- покуривал, наверное, тоже все-таки. Почему он аношу упомянул, а алкоголь нет? Хорошо, давайте другое. Там еще была, если уж честно, и от наркотиков зависимость. потому Это что уже у него, это уже к концу у него жизни, был
да. период, когда он от алкоголя пытался отказаться через Да, наркотики. да, да. Но это уже к концу жизни. А это пока вот... Что, когда- подождите, действенно вообще такое? Ну, кто-то посоветовал, что если колоть опиоиды, у тебя не будет влечения, не будет таких запоев. Прикол. Так Хорошие вот. советчики дальше. Или, например, «Все б тебе желать веселья, сердце золото мое, от похмелья до похмелья, от приволья вновь к приволью, беспечальное житье». Ну, тут явно алкоголизм, от похмелья до похмелья. То есть человек уже Запойный? описывает состояние интоксикации. Хорошо. То есть он пьет до состояния похмелья. А вот и нет. Это Александр Блок, и он был кокаинист. Вот, поэтому... Он был А, кокаинист кстати, от 100%, кокаина да. же тоже бывает похмелье, наверное, Да. да? Ну, я прошу прощения, я не в курсе, просто вы же Александр изучали. Блок. Да. Кокаинист он был, но единственное, с чем он баловался, так называемый балтийский смесь алкоголя и балтийский кокаина. чай. Да. У него была водка, Балтийский чай, да. водка Да. с кокаином. Газ-тормоз. Да. Нет, я к тому, что от кокаина бывает похмелье. Ну, то есть может наркоман... У любого вещества есть состояние постинтоксикации, потому Похмелье. что любой наркотик, он интоксикант. Ну Он да. вызывает отравление. То есть это можно назвать Собственно, похмельем? и эйфория, и торможение, и возбуждение — это все симптомы отравления, воздействия на мозг. Или, например, «Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном». Есенин, что ли? Точно, это Есенин, абсолютно верно. Чем он страдал? Алкоголизм. Алкоголизмом, да. Это у него, он был прям Тяжелейший. алкоголик железный. Да. А вы мне говорите, когда я говорю, все известные люди употребляют. Дальше поехали. Ну, вернее, последний кусочек, если можно. При впрыскивании одного шприца 2% раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и Мне кажется, блаженство. Булгаков морфий. И это, секундочку, и это продолжается только 1-2 минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас и тьма. Михаил Булгаков, морфий. Точно. Ну, это такая классика. Ну да. Вот самое страшное описание как раз у него. А Булгаков был Я бы его морфинистом? Да, в он был школьную морфинистом, программу бы включил. Он в жену стрелял из пистолета. Он причем очень хитрый морфинист. Он и рецепты выписывал, и аптеку открыл, как доктор, и заказывал неограниченно. Если бы там не упорство его жены, я сильно сомневаюсь, чтобы он слез. И тем не менее он в итоге-то и погиб от почечной недостаточности. Он так сильно употреблял, что последствия были тяжелейшие. Ну, наверное, тогда надо как-то какие-то рекомендации дать нашим Не творческим употребляйте, товарищам. пожалуйста, творческие товарищи. Вот подумайте, о чем ваша жизнь. Многие объясняют допинги, мы так много работаем, устаем. Вот, наверное, все-таки можно по принципам ЗОЖа, да, высыпаться, отдыхать, делать перерывы. Потому что если ты только от организма берешь, особенно с определенного возраста, ну, он не восстанавливается. Ну, многие расслабляться не умеют просто, Василий. Тут проблема Алкоголь не расслабляет, он тормозит, он интоксикант, дурабол, он тебя травит. Это не про расслабление, это не стрейчинг, не йога, не медитация, не сон. Он не расслабляет, он тормозит. Друзья, занимайтесь больше сексом. Мне кажется, в этом гораздо больше пользы. Свекольный, как вы говорите? Свекольный сок. Это и спорт, это и позитив, это эндорфины, правильно? Ну, Василий, мы желаем вам творческих успехов в вашем проекте, процветания вашей клиники и вашему Спасибо. рехабу. Спасибо. Хочется, конечно, пожелать, чтобы И было поменьше клиентов. как можно Да, меньше клиентов, согласен. тогда будет меньше денег, но мне кажется, клиенты Я никогда... буду счастлив, Да. если они вообще прекратятся, потому что я еще и психиатр, у меня очень много других задач помимо наркологии. Спасибо вам Ну, большое. все равно, я думаю, что в вашей области клиенты никогда не прекратятся. Ни в что ж такое? психиатрии, Будем ни в надеяться. наркологии. Будем надеяться. Но мы будем к этому Мы стремиться, будем чтобы было стремиться. меньше. Да, друзья, вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите, что понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то вопросы Василию. Пишите, вы страдаете алкоголизмом или нет? Или и как наслаждаетесь. относитесь? Или наслаждаетесь алкоголем А я на не новогодние страдаю. праздники. Да. Ну и вообще счастья, добра, мира и здоровья всем вам. Аминь. Аминь. Скажите до свидания. До следующего рехаба. До следующего Спасибо. запоя.